Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео я предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые, интересные и теплые носочки. Данные носочки мы с вами будем вязать на 2 чулочных спицах. Вяжутся они достаточно легко. Самое главное разобраться с принципом вязания, ну и быть, конечно же, очень внимательными. В мастер-классе эти носочки я буду вязать на размер ноги 36-38. Но сейчас, перед тем, как приступать к вязанию, я вам обязательно расскажу, каким образом вы данные носки сможете связать абсолютно на любой размер ноги. То есть, смотрите, для того, чтобы связать эти носочки, самое главное, что нам нужно знать, это сколько же нам изначально нужно набрать петель, так чтобы носочек хорошо сидел по ноге, но и при этом, чтобы нога хорошо входила в наш носок. Для этого мы должны измерить обхват вот здесь нашей ноги в самом широком месте. Самое широкое место у нас идет обычно вот здесь, где большой палец, и вот здесь вот косточка. То есть мы измеряем окружность вот здесь нашей ноги. Далее мы должны связать образец. Можно связать образец просто лицевой гладью и высчитать, сколько у нас получается петель в 1 сантиметре. Дальше получившееся число, то есть плотность нашего вязания, мы должны умножить на вот обхват нашей ножки, и получившееся число мы должны разделить напополам, так как вначале мы с вами свяжем одну половину носочка, то есть подошву, после чего приступим к вязанию вот этой верхней части. Поэтому получившееся как раз таки число мы делим напополам. Это получается то количество петель, которое вы должны будете набрать. Смотрите, в мастер-классе вот я эти носки сейчас вязала из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет по составу 49% шерсти и 51% акрила. Метраж у данной пряжи идет на 100 грамм 240 метров. Поэтому, если у вас, скажем так, средняя плотность вязания, и вы будете носочки вязать из этой же пряжи или из пряжи похожего метража на ногу средней плотности, смело можете набирать это же количество петель, которое я показываю в мастер-классе. Пятка у данных носков, вот у меня связана обычная классическая квадратная пятка. Дальше вот я провязала подошву, сделала убавление здесь на мысок. Далее, таким же образом, как я делала убавление, здесь я сделала прибавление петель, после чего начала вывязывать основной узор и закончила вязание, вот провязывая вторую часть резинки 1 на 1. Данные носки, как вы понимаете, можем вязать как однотонные, так и цветные, как я вот представила в мастер-классе. Если вы решите вязать носки цветные, то вы можете использовать абсолютно любое количество цветов на ваше усмотрение. Кроме пряжи, конечно же, нам понадобится еще и спицы. Как я говорила, носки я буду вязать на 2 чулочных спицах. Значит, смотрите, резинку, основное полотно наше, подошву я буду вязать на спицах диаметр 3 миллиметра. А вот как раз таки нашу вот эту пятку и вот этот узор на пятке я буду вязать на 2 чулочных спицах диаметр 3,5 миллиметра. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные носочки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы диаметр спиц 3 мм. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю 22 петли. Петли я набрала, и сейчас приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я вяжу 1 петлю лицевую, 1 петлю изнаночную, 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Сейчас я буду вязать резинку 1 на 1. Если вы хотите, чтобы резинка была ровная, то при поворотном вязании резинки изнаночные петли рекомендуется провязывать не бабушкиным, а классическим способом. То есть вот лицевая и изнаночная. Бабушкин и классический способ
отличается в захвате нити. То есть лицевая и вот изнаночная петля. Вот таким образом я ее провязываю. Лицевая. Вот я сверху подхватываю нить, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Таким образом довязываем этот ряд до конца, провязывая резинку 1 на 1. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю вот изнаночной петлей, ну, обычным бабушкиным способом. Эту петлю я провязываю изнаночной петлей и вязание переворачиваю на обратную сторону. Сейчас мы приступаем к вязанию второго ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли я буду провязывать по рисунку. То есть вот лицевые петли я буду провязывать лицевыми, изнаночные изнаночными. 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Лицевая, изнаночная. Первые кромочные петли в начале вязания я буду просто снимать, не провязывая. Последнюю петлю в конце ряда я буду провязывать изнаночной петлей. Таким образом мы сейчас вяжем резинку 1 на 1 20 рядов. Сейчас я провяжу за кадром, далее измерю резинку в сантиметрах. Итак, вот я провязала резинку, как я сказала, 20 рядов. И если в сантиметрах, она у меня получается провязана вот 8 сантиметров. Теперь я буду приступать к вывязыванию пятки. Единственное, несколько слов по поводу вот этой фиолетовой нитки от моточка. Смотрите, пятку я сейчас буду начинать вывязывать нитью контрастного цвета. Далее нить фиолетового цвета нам еще пригодится в тот момент, когда мы будем вывязывать мысок. Поэтому для тех, кто не любит прятать лишних кончиков, вот эту нить фиолетового цвета от мотка сейчас можете не обрывать. И когда мы начнем вязать опять мысок нитью фиолетового цвета, я ниточку достану вторую из середины моточка, так как вот этим кончиком дальше можно закончить вязать резинку. Здесь на самом деле момент этот не принципиальный, поэтому здесь уже на ваше усмотрение. Я нить фиолетового цвета от моточка здесь не обрываю и сейчас беру нить контрастного цвета. В моем случае вот эта нитка бежевого цвета. Вязание я держу лицевой стороной вверх, то есть так как здесь у нас находится вот с этой стороны рабочая ниточка. И сейчас приступаем к вязанию первого ряда пятки. Первую кромочную петлю я сейчас вот снимаю. И далее я буду провязывать пятку следующим образом. Одну петлю я буду провязывать лицевой. Следующую петлю я просто снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. 1 лицевая, петлю сняли, нить за работой. Таким образом довязываем этот ряд до конца. В конце ряда вот петлю я снимаю, нить за работой и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Вяжем второй ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и в изнаночном ряду я сейчас все петли провяжу изнаночными. То есть здесь все петли, и те, которые просто снимали, и те, которые провязывали, я их провязываю изнаночной петлей. Таким образом довязываем второй ряд до конца, провязывая все петли изнаночными. Вязание я перевернула на лицевую сторону и приступаем к вязанию третьего ряда. Третий ряд мы будем вязать точно таким же образом, как мы и провязывали первый. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее опять 1 петля у нас идет лицевая. Следующую петлю я просто снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. Лицевая, петлю сняли, рабочая нить за работой. Лицевая, петлю сняли, лицевая, петлю сняли и так далее. Довязываем третий ряд до конца. Вязание я сейчас перевернула на изнаночную сторону, и сейчас давайте перейдем на спицы на пол размера больше, для того, что узор этот у нас идет такой достаточно плотный, и поэтому, чтобы петли не были сильно, скажем так, такие забитые, возьмем спицы вот именно для вязания пятки на пол размера больше. И приступаем к вязанию четвертого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше в изнаночном ряду я все петли провяжу изнаночными.
И одновременно сейчас перейду на спицы на пол размера больше. Четвертый изнаночный ряд я провязала, вязание перевернула на лицевую сторону, и сейчас вот я взяла спицы 3,5 миллиметра и приступаю к вязанию пятого ряда. Значит, смотрите, все наши и лицевые, и изнаночные ряды будут провязываться одинаково, то есть в изнаночных рядах мы все петли провязываем изнаночными. В лицевом ряду, смотрите, первую кромочную петлю я снимаю, после кромочной 1 петля лицевая, следующую петлю сняли, не провязывая, рабочая нить за работой. Провязали лицевую петлю, следующую петлю сняли, не провязывая. Таким образом, я сейчас буду продолжать вязать высоту пятки, тоже количество рядов, сколько я вот здесь набирала петель. То есть я здесь набирала 22 петли, поэтому высоту пятки я сейчас провяжу вот таким образом, как мы с вами только что разобрали, 22 ряда. Напоминаю, что сейчас мы с вами вяжем пятый ряд пятки на спицах 3,5 миллиметра. Итак, вот я провязала высоту пятки. Как я говорила, я провязывала столько же рядов, сколько вот здесь я набирала петель. Видите, вот этот узор у нас идет немножечко такой, стягивает полотно, но при этом вот он эластичный, хорошо тянется, и вот такой получается он плотный. Теперь давайте измерим высоту этого участка, и высота у нас получается вот 5 сантиметров. Теперь я буду приступать к вывязыванию вот чашечки пятки. Теперь для того, чтобы связать обычную классическую квадратную пятку, нам нужно количество вот этих наших петель, то есть в моем случае 22 петли, разделить на 3 части. При этом 2 боковые части должны быть одинаковое количество петель. То есть и это в моем случае получается 7 петель 1 боковая часть, 8 петель центральная часть и 7 петель 2 боковая часть. Поэтому вот первую кромочную петлю я снимаю, это наша первая петля. И дальше я при этом продолжаю вязать рисунок. То есть 1 петля лицевая, это 2, 1 петлю сняли, 3, дальше вот 4, 5, 6, 7. 7 петель первой боковой части я провязала, теперь вяжу центральную часть. Опять считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот здесь у меня остается 8 петля центральной части, и дальше пошли вот боковые петли. Сейчас петлю центральной части, то есть 8 петлю, мы должны провязать вместе с петлей боковой части. В лицевом ряду эти 2 петли я провязываю лицевой петлей за заднюю стенку или вот с наклоном в левую сторону. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону сразу же. Первую петлю я снимаю. Сейчас в изнаночном ряду я все петли провязываю изнаночными. Но мы сейчас вяжем только центральные петли. То есть вот 1, дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь у нас опять получается 8 петля центральной части и 1 петля боковой части. С изнаночной стороны этих 2 петли я буду провязывать 2 вместе изнаночной петлей. После чего вязание я сразу переворачиваю на лицевую сторону. И опять первую петлю снимаю. Дальше у нас получается по рисунку 1 петлю сняла, следующую провязала лицевой. Петлю сняла, провязала лицевой, сняла, провязала лицевой. Сейчас, когда мы сделали по одному убавлению вот с каждой стороны, вот эта граница между центральными и боковыми петлями у нас уже четко видна. То есть я сразу вижу, что это у нас идет 8 петля центральной части, и это идет 1 петля боковой части. С лицевой стороны опять этих 2 петли мы провязываем 2 вместе лицевой петлей.
После чего вязание перевернула на изнаночную сторону. И опять в изнаночном ряду я все петли провязываю изнаночными, не довязывая 8 петлю центральной части. 8 петлю центральной части опять я должна провязать вместе с петлей боковой части, 2 вместе изнаночной петлей. И вязание снова переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом мы дальше продолжаем вязать вот нашу пятку в конце каждого ряда, убавляя петли боковых частей с одной, соответственно, и с другой стороны. Так мы делаем убавление, пока у нас на спицах не останется только вот этих центральных 8 петель. Итак, вот я закончила вязать пятку. Вот таким образом у меня все выглядит. И на спицах у меня осталось вот 8 центральных петель. Теперь вдоль одного края и соответственно вдоль второго края мы сейчас должны будем поднять петли. Теперь как же нам понять, сколько нам нужно вот здесь и вот здесь поднять петель? Количество петель, которые мы с вами должны поднять, будет равно количеству провязанных рядов вот здесь, разделенная соответственно напополам, так как часть петель мы наберем с одной стороны и часть петель с другой стороны. То есть, как вы помните, здесь высоту пятки я провязывала 22 ряда. Соответственно, 22 мы делим напополам, это получается 11. То есть я сейчас должна вдоль этого края поднять 11 петель. И вдоль второго края я также сейчас подниму 11 петель. Вот здесь с этой стороны расположена моя рабочая нить, поэтому вязание я держу вот изнаночной стороной вверх. Теперь для того, чтобы петли набрать все правильно, можно эти 11 петель отсчитать от края, чтобы понять, откуда мы должны начинать набирать петли. То есть по кромочным петлям. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и вот здесь 11. То есть я беру левую спицу, подхватываю кромочную петлю. Петли я сейчас буду поднимать сразу за 2 стенки петли. И эту поднятую петлю кромочную я сейчас провяжу изнаночной, так как мы сейчас вязание держим изнаночной стороной вот вверх. То есть вот первая петля, дальше следующая кромочная и 2 стенки петли. И сначала мы их вот поднимаем, потом вот провязываем изнаночной петлей. Вторая петля. Дальше вот у нас идет третья петля. То есть и так далее. Вот здесь вдоль этого края мы сейчас должны поднять и провязать изнаночной петлей 11 петель. Итак, вот здесь я подняла и провязала изнаночными петлями 11 петель. И вязание я разворачиваю на лицевую сторону. Теперь в лицевом ряду первую кромочную петлю я снимаю. И далее все петли я провязываю лицевыми. Здесь, где у нас идут петли пятки, я буду дальше продолжать вязать полотно просто лицевой гладью, то есть рисунок дальше этот продолжать я больше вязать не буду, поэтому здесь я также все петли провязываю лицевыми. Вот последнюю петлю я также провязываю вот лицевой петлей, и теперь вдоль второго края я также должна поднять 11 петель. Перед тем как поднимать эти петли, я также сейчас отсчитаю от резинки эти 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. То есть вот отсюда я начинаю поднимать и провязывать эти петли. Петли сейчас в лицевом ряду мы будем провязывать лицевыми. То есть вот 1 лицевая. Дальше поднимаем кромочную петлю за 2 ее стенки и провязываем лицевой петлей. 2 лицевая.
третья и так далее. То есть до резинки мы поднимаем и провязываем лицевыми петлями 11 петель. Итак, вот я подняла и провязала вот в лицевом ряду все петли лицевыми. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, и сейчас с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и все остальные петли я в изнаночном ряду провяжу изнаночными. Как раз можете эти все петли пересчитать. То есть в моем случае у меня сейчас на спицах должно быть 30 петель. Итак, смотрите, вот мы связали пятку, подняли вот здесь по бокам петли, и на спицах у меня находится 30 петель. Теперь смотрите, нам нужно вернуться к изначально набранному количеству петель. То есть в моем случае я сейчас должна вернуться к 22 петлям, а на спицах, напоминаю, у меня этих петель 30. Теперь в начале и в конце каждого лицевого ряда я буду убавлять по одной петли. Вот эти убавки, которые мы сейчас с вами будем делать, и будут образовывать клин подъема. Сейчас для наглядности, ну вот здесь где-нибудь на петлю, которая находится у нас на спице, я повешу маркер для того, чтобы потом вам сказать, сколько всего подошва до убавок у меня провязано рядов. То есть вот сюда я сейчас вешаю маркер и приступаю к вязанию первого ряда клина подъема. Клин подъем и все остальное полотно я буду вязать на спицах 3 миллиметра, поэтому сейчас при провязывании этого ряда я одновременно перейду на спицы вот на пол размером меньше. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее первую и вторую петлю я должна провязать вместе, но с наклоном в правую сторону. Так как изнаночные петли я провязываю бабушкиным способом, поэтому этих две петли я просто сначала сниму и переверну так, чтобы правая стенка петли была перед работой, и далее после кромочной этих две петли я провяжу 2 вместе лицевой петлей за переднюю правую стеночку, то есть с наклоном в правую сторону. Далее все остальные петли я провязываю лицевыми, не довязывая до конца этого ряда 3 петель. Когда в конце ряда у нас остается 3 петли, первую и вторую петлю я сейчас также должна провязать 2 вместе, но с наклоном в левую сторону. Поэтому вот этих 2 петли я сейчас провязываю 2 вместе лицевой за заднюю правую стеночку. И последнюю петлю кромочную я провязываю изнаночной. Спицу вот 3,5 миллиметра я откладываю и беру спицу номер вот вторую 3 миллиметра. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону, и в изнаночном ряду я сейчас просто все петли провяжу изнаночными. То есть в изнаночных рядах никаких убавлений мы делать не будем. Поэтому довязываем изнаночный ряд до конца, провязывая все петли изнаночными. Вязание я снова перевернула на лицевую сторону, и в лицевом ряду мы опять делаем в начале и конце ряда убавление. Первую кромочную петлю я снимаю, далее следующих 2 петли я переворачиваю так, чтобы правая стенка петли располагалась вот перед работой, после чего этих 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Вот с наклоном у меня получается в правую сторону, и все остальные петли я провязываю лицевыми, опять не довязывая до конца этого ряда 3 петель. В конце ряда вот здесь первую и вторую петлю я также провяжу вместе лицевой, но за заднюю стенку или с наклоном в левую сторону. Изнаночный ряд я все петли провязываю изнаночными. Таким образом мы дальше продолжаем вязать полотно, убавляя в каждом лицевом ряду в начале и в конце ряда 1 петлю до тех пор, пока у нас на спицах не останется изначально набранное количество петель. То есть я делать эти убавления буду до тех пор, пока на спицах у меня не останется 22 петли. Итак, смотрите, вот я вывязала пятку, вывязала клин подъема, и на спицах у меня снова 22 петли. Теперь эти 22 петли мы просто дальше будем продолжать вязать ровным полотном. То есть лицевые петли мы будем провязывать лицевыми петлями, изнаночные
петли в изнаночном, соответственно, ряду мы будем провязывать изнаночными петлями. И так мы будем вязать сейчас просто ровным полотном, вот до тех пор, пока полотно наше вязаное не перекроет вот мизинец. Далее, когда мы довяжем вот как раз-таки до верхушки мизинца, мы будем приступать к убавлению петель, то есть будем дальше продолжать вязать мысок. Итак, смотрите, вот я провязала длину полотна до мизинца. При примерке полотно желательно слегка натянуть, так как если я его натягивать не буду, то это получается вот длина сейчас моего полотна. Но, естественно, носок, когда свяжется, постирается, длина немножечко, скажем так, расправится и станет больше. И для того, чтобы носок не был большой, то есть впоследствии, то есть слегка мы это полотно натянули, вот примерили, то есть мизинец у нас перекрывается, и далее сейчас будем приступать к убавлению петель мыска. Сейчас кончик здесь вот светлого цвета от моточка я не обрываю, а просто сейчас возьму вот ниточку контрастного цвета из середины мотка, так как вот здесь я также нитку от моточка не обрывала, и сейчас буду приступать к вязанию мыска. Смотрите, здесь, чтобы вам хоть немножечко ориентироваться, то есть вот от маркера, где вот я повесила его, вот этот участок я сейчас провязала ровно 40 рядов от маркера. И если давайте хоть примерно вам измерю в сантиметрах в нерастянутом виде, просто полотно ровно разлаживаю, и до маркера у меня сейчас провязано вот 13,5 сантиметров. Или если вот до пятки, потому что пятка у нас вот этот стык идет чуть дальше, в ровном не растянутом виде у меня провязано, ну вот где-то около 15 сантиметров. Далее я беру, как я сказала, нить контрастного цвета, никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто кончик кладу вовнутрь. Вязание я держу лицевой стороной вверх, и теперь приступаем к вязанию мыска. Петли мыска мы сейчас будем убавлять с одной и со второй стороны. Теперь, как же нам понять, сколько необходимо нам убавить петель? Опять же, количество петель мы должны разделить на 3 части. То есть это точно так же, как и пятка у нас была. То есть 7 петель одна боковая часть, 7 петель вторая боковая часть и 8 петель центральная часть. Поэтому я сейчас буду делать убавление до тех пор, пока у нас вот на спицах не останется 8 центральных петель. А убавление я буду делать следующим образом. Первую кромочную петлю я просто снимаю, далее вторую петлю и третью я сейчас должна провязать вместе лицевой петлей. Но опять я их сначала переверну так, чтобы правая стенка петли была вот перед работой. Вот, и затем я их провязываю 2 вместе лицевой петлей за переднюю правую стенку, то есть с наклоном в правую сторону. Далее вяжу все петли лицевые, не довязывая до конца этого ряда 3 петель. В конце ряда, когда у нас остается на спицах 3 петли, здесь также первую и вторую петлю я сейчас провяжу 2 вместе лицевой, но с наклоном в левую сторону, поэтому я их провязываю 2 вместе лицевой петлей за заднюю правую стеночку. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. В изнаночных рядах никаких убавлений мы делать не будем, поэтому первую кромочную петлю я снимаю, и все остальные петли до конца этого ряда я провязываю изнаночными. То есть убавление петель мы будем делать только в лицевом ряду, в начале и в конце ряда. Изнаночные ряды мы будем провязывать все вот изнаночными петлями. Вязание я перевернула на лицевую сторону, и в лицевом ряду снова делаем убавление петель. Первую кромочную петлю я снимаю, далее следующих 2 петли я переворачиваю так, чтобы правая стенка петли была вот перед работой, после чего этих 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей за переднюю стенку. И далее продолжаю вязать этот ряд до конца, провязывая все петли лицевые. И опять вот до конца ряда единственное, мы не довязываем 3 петель.
Когда в конце ряда у нас опять остается 3 петли, первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку, то есть наклоном в левую сторону, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Изнаночный ряд я все петли провязываю изнаночными. Таким образом мы дальше продолжаем вязать вот этот наш мысок, делая убавление петель во всех лицевых рядах в начале и в конце ряда до тех пор, пока на спицах у нас не останется 8 петель. Итак, смотрите, вот я сделала все убавления, и на спицах у меня осталось 8 петель. И это мы с вами связали подошву у наших носочков. Единственное, давайте сейчас измерим вот этот участок в сантиметрах, то есть вот этот мысок, сколько у нас в сантиметрах занимают убавление вот этих петель. И этот участок, если в сантиметрах, у меня получается, ну вот где-то примерно 4,5 сантиметра. После того, как мы вывязали подошву, мы приступаем к вязанию верхней части. То есть сейчас мы также будем провязывать мысок. Точно таким же образом, как мы делали убавление петель, сейчас мы должны эти петли прибавить. Поэтому приступаю к вязанию первого ряда, вот как раз таки мыска по передней части. Первую кромочную петлю я сейчас снимаю, и дальше все остальные петли я провязываю лицевыми. Последнюю петлю я также провязываю лицевой петлей. И теперь мы должны обратить внимание, внимательно здесь сейчас разобраться. Смотрите, когда мы распределяли петли для убавления, у нас выходило, что 7 петель это у нас шли боковые части, и 8 петель шла центральная часть. Соответственно, с каждой из этих сторон мы убавили 7 петель. Соответственно, вот здесь вдоль этого края я сейчас должна буду поднять 7 петель с одной стороны и 7 петель с другой стороны. Теперь мы вязание вот развернем кромочными петлями, вот, чтобы их четко хорошо видеть. И теперь разберемся, из каких петель мы будем поднимать недостающие петельки. Для начала вязания давайте вот развернем кромочными петлями вверх и посчитаем. Вот мы сейчас провязали здесь петельку. Откуда мы сейчас будем поднимать петли? Так, считаем 1, 2, вот 3 кромочные, 4, 5, 6 и вот здесь 7 около спицы. Поэтому вот я поднимаю вот эту кромочную петлю, ту стенку петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне, и эту вот петельку я сейчас вот провяжу изнаночной. И вязание я сразу переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую петлю я снимаю. Далее все петли я вяжу в изнаночном ряду изнаночными. Последнюю петлю я также провязываю изнаночной петлей, после чего с этого края я также сейчас должна буду поднять 7 петель. Так, вот идут мои ниточки, поэтому здесь с этой стороны отсчет я начинаю от этой бежевой петли, так как в начале ряда эту петлю мы не провязывали, а просто переснимали. Поэтому вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 и вот 7 кромочная петля. И я поднимаю ту стенку петли, которая расположена вот ближе к изнаночной стороне. И эту петлю я провязываю изнаночной. Вот мы с вами с каждой стороны добрали по одной петельке. Далее продолжаем вязать. Вот первую петлю я снимаю, и дальше все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Это мы вяжем лицевой ряд. Вот лицевая. Вязание вот я развернула. Здесь можно отсчитать. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас нам нужна 6-я кромочная петля. Вот она у нас идет. И та стенка, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту петлю я провязываю изнаночной. Хорошенечко кончик здесь подтягиваю. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Здесь опять первую петлю снимаю. И в изнаночном ряду все петли остальные я провязываю изнаночными.
изнаночная. И здесь мы также должны поднять кромочную петлю. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Вот она у нас идет 6-я петля, изнаночная. И вязание переворачиваю на лицевую сторону. Здесь сейчас мы поднимем вот от сюда 5-ю петлю и здесь 5-ю петлю. То есть таким образом дальше продолжаем вязать мысок, поднимая кромочные петли в конце каждого ряда. И получается, что когда мы довяжем вот до последней вот этой петельки, здесь фиолетовый, а здесь получается вот этой бежевой, у нас на спицах снова должно получиться 22 петли. Итак, смотрите, вот я провязала переднюю часть мыска. Вот таким красивым, аккуратным образом он у нас выглядит. То есть вот ровненько я довязала до нашего фиолетового участка, где мы начинали как раз таки вязание. И на спицах у меня снова 22 петли. То есть в конце каждого ряда из кромочных петель вот я поднимала петельки. После того, как мы вывязали вот этот мысок, нитку от моточка я обрезала и сейчас кладу ее вовнутрь. И если вы не обрезали нить бежевого цвета, то вот как раз таки мы дошли до вот того участка, где мы нить меняли, вот как раз таки на подошве. И поэтому здесь я дальше буду продолжать вязать полотно нитью бежевого цвета. Раппорт узора, который мы сейчас с вами будем вязать, будет равен 4 петлям плюс 1 петля для симметрии узора и плюс 2 кромочных петли. Поэтому для узора нам сейчас необходимо, чтобы на спицах у нас было 23 петли, а у нас этих петлей сейчас 22. Поэтому при провязывании первого ряда я сейчас дополнительно прибавлю еще 1 петлю. Первую кромочную петлю я провязываю вот лицевой нитью контрастного цвета. Далее у нас идет 1 петля изнаночная, 3 петли лицевых, 1, 2, 3, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, изнаночная. И давайте здесь мы сейчас прибавим 1 петлю, то есть сейчас мы должны провязать 3 лицевых и сделать, не забыть, 1 петлю прибавки. Поэтому вот 1 лицевая. Из протяжки вот здесь я эту протяжку между первой и второй петлей одеваю на спицу, и эту протяжку я провязываю также лицевой петлей за переднюю короткую стеночку. 2 лицевая, 3. Вот мы прибавили 1 недостающую петлю, и в конце ряда у нас получается 2 петли. Теперь, когда мы будем вязать основной вот этот наш узор, мы всегда до конца ряда и лицевого, и изнаночного не будем довязывать 2 петли. Что мы будем дальше делать? То есть вот остается 2 петли. Эти 2 петли я сейчас провязываю вот в лицевом ряду, 2 вместе изнаночной петлей, после чего я сейчас поднимаю следующую кромочную петлю. То есть следующая кромочная петля вот здесь у меня будет идти уже бежевая. И опять же ту стенку петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту кромочную петлю, которую я подняла, я провяжу изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую петлю я снимаю. И дальше все петли я провязываю по рисунку. То есть у нас будет получаться кромочная, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных. Так мы вяжем второй ряд до конца, опять не довязывая вот этих 2 петель. Когда в конце изнаночного ряда у нас остается 2 петли, вот в конце эти 2 петли в изнаночном ряду я буду провязывать 2 вместе лицевой петлей.
После чего сейчас вот поднимаю следующую кромочную петлю. То есть вот она у меня идет. И ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту петлю, которую я подняла, я провязываю изнаночной также петлей. Кончик подтягиваю и вязание переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны приступаем к вязанию третьего ряда основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее у меня идет одна петля изнаночная. Дальше вот у нас идет 3 лицевых петли. Первую петлю я просто снимаю. Вторую я провязываю лицевой. И третью петлю я также провязываю лицевой петлей. И первую петлю, которую я просто переснимала, я ее набрасываю и вот спускаю через только что 2 провязанных петли. То есть вот таким вот образом. Далее опять одна изнаночная, петлю сняла. Следующих 2 петли я провязала, вот одна лицевая и вторая лицевая. И снятую петлю я протягиваю и спускаю через провязанные петли 2. Одна изнаночная, петлю сняла, одна лицевая, вторая лицевая. И петлю, которую я просто снимала, я ее протягиваю и спускаю через 2 провязанных петли. Одна изнаночная, петлю сняла, 2 петли провязала, петлю протянула, спустила, изнаночная. Протянула, спустила, и опять в конце лицевого ряда у нас остается 2 петли. Эти 2 петли в лицевом ряду я провязываю 2 вместе изнаночной петлей, после чего поднимаю следующую кромочную петлю. То есть вот эта петля четко видна, вот она у нас идет, и ту стенку петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне, и эту петлю я сейчас провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Четвертый изнаночный ряд основного узора. Первую петлю снимаю, дальше вяжем по рисунку. Вот у меня идет одна лицевая, и дальше у нас идут вот этих 2 петли, и вот у меня петля, которую я снимала. Значит, я провязываю в изнаночном ряду одна изнаночная, далее накид, то есть рабочую нить набрасываю на правую спицу вот к себе, и еще одна изнаночная, одна лицевая по рисунку, одна изнаночная, накид и одна изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, изнаночная. И вот в конце изнаночного ряда у нас также вот остается в конце 2 петли. Эти 2 петли в изнаночном ряду мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. Дальше поднимаем следующую кромочную петлю. То есть вот она у нас идет, вот, и ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту петлю я сейчас провязываю изнаночной петлей. И вязание разворачиваю на лицевую сторону. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Первую петлю я снимаю. Далее у меня идет одна изнаночная. И следующих вот этих 3 петли я провяжу лицевыми. Смотрите, лицевая, накид наш мы провязываем лицевой петлей за заднюю длинную стенку. Вот лицевая, так чтобы здесь образовывалась дырочка, и еще одна лицевая. Еще раз, изнаночная, 3 лицевых, 1, накид за длинную стенку, 2 лицевая и 3 изнаночная, 3 лицевых, 1, накид, 2, 3. Так мы вяжем лицевой ряд до конца, опять не довязывая 2 петель. В конце лицевого ряда, когда остается 2 петли, их я провязываю 2 вместе изнаночной петлей, после чего поднимаю следующую кромочную петлю и ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне, и эту петлю провязываю изнаночной, и вязание переворачиваю на лицевую сторону.
Приступаем к вязанию 6-го ряда основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я вяжу 1 лицевая, 3 изнаночных, 1, 2, 3, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1, 2, 3, лицевая, 3 изнаночных. Так мы вяжем 6-й изнаночный ряд до конца, опять не довязывая 2 последних петель. В конце ряда, когда остается 2 петли, это изнаночный ряд, эти 2 петли мы провязываем 2 вместе лицевой петлей, после чего поднимаю следующую кромочную петлю, и эту петлю я провязываю изнаночной. И вязание переворачиваем на лицевую сторону. То есть вот мы с вами провязали 6 рядов основного узора. Далее наше вязание будет повторяться с 3 по 6 ряд вот на необходимую высоту. То есть так мы будем вязать вот до фиолетовой вот этой резинки. Давайте еще один раз провяжем вместе. Далее будете вязать самостоятельно. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее у меня идет 1 петля изнаночная. И вот идут 3 лицевых петли. Первую петлю я снимаю, вторую я провязываю лицевой, третью петлю я провязываю лицевой и первую снятую протягиваю и спускаю через провязанную. 1 изнаночная, петлю сняла, 1 лицевая, 2 лицевая, петлю, которую снимала, протягиваю и спускаю через 2 провязанных петли, 1 изнаночная. Так мы довязываем этот ряд до конца. Опять же не довязываем единственное 2 петель. 2 последних петли в лицевом ряду мы провязываем 2 вместе изнаночными, после чего поднимаем следующую вот кромочную петлю и провязываем эту петлю также изнаночной петлей, и вязание переворачиваем на изнаночную сторону. Вяжем следующий, вот получается изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. Далее мы делаем накид, рабочую нить набрасываем на правую спицу к себе, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная, опять лицевая, изнаночная, накид, изнаночная, опять лицевая, изнаночная, накид, изнаночная. Так опять же мы довязываем изнаночный ряд до конца, не довязывая 2 последних петель. Последних 2 петли в изнаночном ряду мы провязываем 2 вместе лицевой петлей, после чего поднимаем следующую кромочную петлю, и эту петлю я провязываю изнаночной, и вязание переворачиваем на изнаночную сторону. То есть это мы с вами провязали уже 2 ряда 2-го раппорта. Напоминаю, что вот мы начали вязание, повторяя с 3 по 6 ряд. То есть это как бы мы провязали 3 и 4 ряд. Далее получается как бы у нас идет 5 ряд. Первую петлю я снимаю, далее 1 изнаночная, 3 петли лицевых, 1, накид мы провязываем за заднюю стенку, длинную стенку лицевой петлей, так чтобы здесь образовалась дырочка, 2, 3, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3, 1 изнаночная, 1, 2, 3, 3 лицевых, изнаночная, 3 лицевых, и так далее мы вяжем этот ряд, опять не довязывая до конца этого ряда 2 петель. Последних 2 петли в лицевом ряду мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей и поднимаем следующую кромочную петлю, вот и ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне, и эту петлю я провязываю изнаночной, и вязание разворачиваю на изнаночную сторону. Вяжем, получается, последний ряд 2-го нашего вот раппорта. Первую кромочную снимаем, у нас получается по рисунку 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 петли изнаночных, опять не довязывая до конца ряда 2 петель. Вяжем так этот ряд до конца. В
конце изнаночного ряда последних 2 петли мы провязываем 2 вместе лицевой петлей, поднимаем следующую кромочную петлю, и эту петлю я провязываю и изнаночной петлей, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. И это мы с вами провязали второй раппорт узора. Далее продолжаем вязать наше полотно самостоятельно, как я говорила, повторяя наши ряды, вот как раз таки с 3 по 6 ряд. Итак, вот я провязала основной узор до резинки. Вот здесь, видите, с одной и со второй стороны у меня все получилось ровно и аккуратно. Нитку от моточка бежевого цвета я обрезала. И вот сейчас кладу ее вовнутрь. Вот такая заготовочка у нас сейчас с вами получается. Теперь нам осталось только связать вторую часть резинки. Смотрите, в любом случае для вязания резинки со второй части, вот здесь, я рекомендую использовать нечетное количество петель. Так как для вязания этого узора мы прибавляли одну петлю, то на спицах у меня сейчас вот как раз таки 23 петли. То есть то количество, которое мне и необходимо. Далее вот здесь, как вы помните, ниточку я не обрывала, когда я закончила вязать резинку. И сейчас вот этим кончиком я дальше продолжу вязать вторую часть резинки. Первую кромочную петлю я сейчас провязываю лицевой, так как у нас сейчас идет вот присоединение нити. И дальше мы вяжем. В любом случае, вот после первой кромочной петли следующую петлю в любом случае мы должны провязать изнаночной. То есть кромочная, изнаночная, следующая лицевая. Далее 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть мы сейчас продолжаем вязать резинку 1 на 1. 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Сейчас мы с вами, когда будем вязать резинку, мы до конца ряда будем не довязывать одну петлю. Поэтому вот лицевая и изнаночная. И у нас остается одна последняя петелька. Эту последнюю петлю я переснимаю с левой спицы на правую. После чего поднимаю кромочную петлю резинки. То есть вот наша резинка идет, и вот кромочная петля. И та стенка петли, которая расположена также ближе к изнаночной стороне. Далее петлю вот я возвращаю обратно с правой спицы на левую. И у нас вот здесь остается 2 петельки. Эти 2 петли с лицевой стороны я буду провязывать 2 вместе лицевой петлей. Кончики подтягиваем и вязание переворачиваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны вот первую петлю я снимаю. И дальше все петли я буду провязывать по рисунку. То есть, соответственно, лицевые я буду провязывать лицевыми, изнаночные я буду провязывать изнаночными. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Мы вяжем этот ряд до конца, не довязывая до конца этого ряда одну петлю. Когда в конце ряда у нас остается вот изнаночного ряда 1 петля, эту петлю я также сначала снимаю с левой спицы на правую, после чего смотрю вот и поднимаю следующую кромочную петлю. Вот она у нас идет. Далее петельку с правой спицы возвращаю на левую, после чего вот этих 2 петли в изнаночном ряду я сейчас провяжу 2 вместе изнаночной петлей. Кончик подтянула, вязание перевернула на лицевую сторону. То есть таким образом мы дальше продолжаем вязать резинку. То есть еще раз кромочную я снимаю и дальше вяжу 1 петля. Вот у нас идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так мы вяжем этот ряд, не довязывая одну последнюю петлю. Когда в конце ряда остается последняя петелька, я ее снимаю, после чего поднимаю следующую кромочную петельку, петлю с правой спицы возвращаю на левую, и в лицевом ряду вот этих 2 петли я сейчас провяжу 2 вместе лицевой петлей. Хорошенечко все подтягиваю и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны то же самое. Первую снимаю
И дальше все петли провязываю по рисунку. То есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. И так мы вяжем, опять не довязывая до конца этого ряда одну петлю. Далее последнюю петлю я переснимаю с левой спицы на правую, поднимаю вот следующую кромочную петлю, петлю возвращаю обратно и в изнаночном ряду эти две петли провяжу 2 вместе и изнаночной петлей. То есть таким образом мы дальше заканчиваем вязать резинку. Единственное, какой момент. То есть начали убавлять петли мы как раз таки вот первый раз с этого края. То есть когда мы провяжем вот всю высоту резинки, и у нас останется одна последняя петля вот кромочная с этой стороны и одна последняя петля с этой стороны. То есть я провяжу лицевой ряд, здесь я подниму последнюю кромочную петлю и далее подключусь, так как вот вязание мы дальше перевернем на изнаночную сторону, начнем закрывать вот по изнаночной стороне все петли, и как раз таки после того, как мы закроем все петли, вот здесь мы поднимем последнюю кромочную петлю. Поэтому дальше вяжем всю высоту резинки самостоятельно, поднимая в конце каждого ряда одну кромочную петлю. Итак, смотрите, вот я провязала все полотно резинки. С этой стороны вот по кромочным петлям я подняла уже последнюю петельку. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. И вот, как я и говорила, с этой стороны осталась у меня вот последняя кромочная петля. Поэтому сейчас вот с изнаночной стороны я приступаю к закрытию петель. Первую петлю я снимаю. Дальше по рисунку вторую я петлю провязываю лицевой. И первую снятую протягиваю и спускаю через провязанную. Дальше у меня по рисунку идет петля изнаночная. Я ее провязываю изнаночной. Петля, которая была на спице, я ее протягиваю и спускаю через провязанную. То есть еще раз, петля на спице. По рисунку следующую петлю я провязываю лицевой. Петля, которая была на спице, я ее протягиваю и спускаю через провязанную. Дальше изнаночная, петлю протянула и спустила. И вот смотрите, в конце ряда одна петля у меня на спице. И вот здесь осталась одна последняя петелька. Значит, эту последнюю петлю я переснимаю с левой спицы на правую, после чего вот здесь поднимаю последнюю кромочную петлю. Петлю с правой спицы возвращаю на левую. Далее, так как мы делали на протяжении вязания всей резинки, этих две петли я сейчас провязываю 2 вместе изнаночной петлей в изнаночном ряду. Кончик подтягиваю, и петля, которая оставалась вот на спице, я ее протягиваю и спускаю через только что провязанные вот петли. Петельку вынимаю вот эту нашу подлиннее и ниточку от моточка обрезаю. Далее в эту нашу петлю я вот продеваю кончик, который я только что отрезала от моточка, и петельку аккуратно эту затягиваю. Теперь вот этот кончик, где мы закончили вязание, и вот этот кончик, где мы начали вязание, мы сейчас крючком прячем вот по изнаночной стороне вдоль этой резинки. Далее наш носочек мы выворачиваем на изнаночную сторону, и все кончики, которые у нас также остались вот по изнаночной стороне, мы также прячем самостоятельно любым удобным для вас способом. И вот, друзья, после того, как по изнаночной стороне мы спрятали все кончики, сейчас я рекомендую носочки постирать, так как после стирки петли станут более ровные и полотно станет более мягкое и эластичное. Надеюсь, друзья, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным, поэтому поддержите это видео пальчиком вверх, обязательно подписывайтесь на канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще с вами встретимся в новых наших видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.